Забойное надо такое брать. Это с прошлого, да? Красиво получилось у нее аранжировка, кстати, мне очень понравилось. И живенько так. Она молодец, слушайте. О, да, узнаем? Звездные войны, кто не фанат? Бас серіктесі Қазақстандағы ең ірі әмбебап банк Халық банкі. Спасибо. Вот, видите, больше культурного наследия сразу. Это будет сильный номер. Боже. Но это же 2 струны всего. Как это возможно? Вот, видите, сразу культурный код. Добрый вечер. Это мы любим. Ну, я очень. Слушайте, я знаете, что думаю единственное? Но у меня не хватает знаний. Очень сложное произведение, действительно аутентичное. Она, ну, как бы, и инструменты, и костюмы. Все национальное классное. Единственное, что у меня есть подозрение, за которое, может быть, сейчас поплачусь, но мы давайте с вами это все-таки проверим, да, проведем небольшое расследование. В общем, мне кажется, что у нее школа современная, да, и она фермачка сама по себе, и у нее звукоизвлечение такое. И, конечно, когда ты всю жизнь посвящаешь именно, ну, условно, эстрадно-джазовому, соулу, академу, да, ну, в народное запрыгнуть вот так вот с ноги просто, потому что это твоя принадлежность, да, ну, этого не случится с тобой. Так, сейчас, секундочку.
позвонили мне по телефону, спросили, интересует ли меня искусственный интеллект, значит, который помогает работать в бизнес-процессах. Ну, в смысле, все и так, кому надо, могут пользоваться чатом GPT. Так, ладно, значит, на чем я остановилась? Я остановилась на том, что так вот просто с академа, знаете, не запрыгнуть в народное исполнение, ровно как и наоборот. Все народники не могут запрыгнуть в эстраду. Например, это была моя главная проблема, да, то есть я народница изначально была, меня отдали в детский хор, и после вот этого прямого звука, вот эти открыты, вот это вот все, когда я пошла в эстраду, пиликала гармошка, играла аккордеон. Вот что со мной было. Это было очень тяжело. Переучиться, ну, практически невозможно. То есть вот из академа прыгнуть, но опять же тоже не оперное пение, именно академическое исполнение. Вот из него еще хоть как-то более-менее можно прыгнуть в другой жанр, но тоже не особо. Джаз, да, как бы он спокойнее в этом смысле, потому что ты не прыгнешь в академ, но ты прыгнешь в другие поп, например, да, истории. А из народного тоже, ну, в народный как бы тоже надо уметь. Короче, я к чему это веду? Мне просто кажется, что это звукоизвлечение, которое у нее было, оно не народного характера. Хотя вот эти вот все вот это все, это как бы да, оно так, это так и делается. Но я, если честно, мне не хватает грамматишки, то есть я не знаю, насколько это правильно. Но мне кажется, что ее звук был очень современным. То есть она фермачка, и она исполняла вот так, как фермачи исполняют. Поэтому что я сейчас сделаю? Я прямо сейчас при вас либо, ну, как бы возьму свои слова обратно, либо убежусь, что я все-таки права, и ухо меня не подвело. Я хочу послушать вот эту песню, в Ютубе найти. Соответственно, у нас есть какая-то история с тем, что, возможно, меня, блин, по авторскому праву. Ладно, попробуем. Сейчас я просто включу на фоне, а вы попробуйте послушать. Тут, кстати, видео никакого нет. Мы сейчас с вами просто послушаем именно это же произведение в исполнении, видимо, в классическом исполнении. Даже не знаю, кого, боже. Даже описания нету. Ну, что-то говорят захватывающе. Давайте послушаем, как оригинал звучит, да? Потому что, ну, по остальным, как бы, культурам я, в принципе, более-менее наслушанный человек. Более-менее. Ну, в монгольской культуре я прям, знаете, совсем маловато, если честно. Слабовато очень. Это академическую версию мы сейчас с вами слушаем. Да, оно более народное, как и у нас. Такое же. Очень, кстати, классное музыкальное произведение в оригинале. Слушайте, а вот от него захватывает дух. Я не могла поймать никаких вообще мурашек, то есть я понимала, что произведение великолепное, оно очень сложное, вот эти ноты верхние, и, конечно, ну, тяжелое произведение. Но здесь, понимаете, как бы просто так сложились обстоятельства, сложились, никто не виноват. То есть она именно фермачка, у нее именно другое звукоизвлечение. Народное звукоизвлечение оказалось вот в монгольской традиции, да, оно примерно такое же, например, как в нашей, да, то есть что это? Это более открытые звуки, это более обрывистые концы, то есть раньше же там никто не думал, например, не было никаких вот этих вот, да, терминов и прочей фигни. Вот пели, как вот говорили, да, вот как орали высоко, так и говорили, да, то есть вот как говорю, так и пою, да, вот сейчас даже в постановках многих считается самая удачная постановка для голоса, как говоришь, так и поешь, да, то есть если человек разговаривает одним голосом и поет совсем другим, скорее всего, он очень сильно свой инструмент-аппарат перенастраивает, это может сказаться там с возрастом на несмыкании и прочих вещах, да, то есть опора на дыхание должна быть, как говоришь, так и поешь. Вот, и особенно это характерно видно, конечно, в фольклоре, да, в народном исполнении, то есть вот эти открытые звуки, резкие, да,
вот эти окончания, которые бросаются, открытый звук, ну, короче. А здесь у нее такой очень собранный голос, получилось, что Фермач пел, понимаете, фольклор. И при этом произведение обалденное, но меня вообще не промурашило, я не могла проникнуться почему-то именно из-за того, что, ну, вот как-то я не представляла себе этих ни степей, понимаете, ни вот этого полета, да, вот эти вот воздух, этот весь, который его не было в исполнении. То есть оно технически очень сложно, и ноты она все выпевала, и, конечно, она крепкая вокалистка, просто это не ее рабочий жанр, да. И вот в случае, например, как с Автандилом, да, может быть, он не настолько народный, да, исполнитель, потому что у него особенный тембр, да, такой очень интересный, не классический для грузин, как я говорила, да, поэтому он выбрал такую песню, более популярную такую, типа, ну, типа шансон, но это не шансон, это просто популярная грузинская, да, песня, но не такая народная супер, да, когда там хор стоит, и он, например, солирует, да, и он в этом смысле выкрутился, хотя вот он, кстати, мог бы в народном уйти, мне бы вот было бы интересно послушать, но, конечно, это тоже было бы не супер традиционное грузинское исполнение, потому что у человека данные природные, голосовые, они другие, да. В случае с ней, да, у нее вообще, она фермачка, она поет совсем другие вещи, училась на другие вещи. И эти штуки она как бы о них знает, но передать полностью глубину как бы вот этого фольклорной истории, ну, этому тоже просто, понимаете, надо учиться. Ну, нельзя просто так встать и спеть народную песню просто потому, что это песня твоей страны и фольклор твоей страны. Это так не работает. Сколько у нас примеров на нашей эстраде, особенно сейчас, я извиняюсь. Какая пошлятина. Как они перепевают и портят вообще, ну это просто. Вот это матушка земля белая березонька, конечно, извиняюсь, ну просто. Ну, пошлятина последняя. Это вот туда же, куда как бы вот и Золотое кольцо, то есть такой масс-маркет, поп, да, как бы такое типа поднародное. Но к народному, к фольклору иметь никакого отношения, абсолютно. Ни по наполнению, ни по смыслам, ни по звучанию. От того, что там стал про березки петь, ну, как бы я извиняюсь. Фу, ладно, это отдельная тема, от которой у меня просто горит, полыхает просто все. Значит, конечно, нет. Есть вот ансамбль «Толок» у нас, да, есть «Вента Свинтана». Это ребята, которые вот восстанавливают фольклор, катаются по деревням, собирают фольклор, перекладывают на современное, ну, «Вента Свинтана», да, «Толока» нет, она в оригинале обрабатывает, все на партии раскладывает. Очень красиво, классно получается. Но эти люди этим занимаются профессионально. И когда выходит уже дилетант по народному, ну, прикидывается, типа, он фольклорный такой весь, ну, как бы я извиняюсь просто, хочется сразу закрыть уши, да. Значит, это небольшая лирика. Соответственно, здесь исполнение совсем другое. Вы же, ну, я надеюсь, что вы слышите и понимаете, о чем я говорю. То есть совсем другое звукоизвлечение. И как бы она, это просто не ее жанр, вот в чем дело. Она всю жизнь работает и поет в другом, она сильна в другом. Из-за этого я не могла расслабиться. Оказалось, что, да, у нее, видите, она поет, у нее очень аккуратный, собранный звук. Она, ну, как бы, она его ограняет. И всё. А в народном нет, там надо прям вот выдавать, как говорится, базу, чтобы просто из груди шло, понимаете? Там необработанный, достаточно более грубый, открытый звук. И когда вот приходят люди с образованием, например, в народный, решают там какую-то народную песню спеть, из них надо просто клещами вытаскивать вот это открытый, вот этот, как бы, ну, не грязный этот звук, он ну, другой просто, вот этот необработанный вот такой, да, звук, понимаете? Вот, поэтому у нее это было очень слышно. А вот это произведение, оно просто обалденное. Оно такое сложное. И при этом ей еще дали. То есть они, конечно, хотели показать пласт культурный, да. Но вот на меня это просто не сработало, потому что я поняла, что она не этой школы. Вот и все. А так, конечно, по нотам, да, она все доставала. Но тоже, видите, ей было тяжело, потому что другая постановка, она местами там чуть-чуть терялась. Хотя я думаю, что для жюри это выглядело впечатляюще, потому что очень аутентичное выступление получилось, да. Первое выступление, оно было такое более современное, да, здесь как бы true, как бы аутентик фольклор просто пошел, да, может быть, высокие баллы поставят, но меня, ну, я поняла, я раскусила. Просто, видите, я не знала, какая в Монголии традиция, что там может быть, то есть вот эти вот вот это все я понимаю, это да, но именно по звукоизвлечению я как-то не могла констатировать этот факт, но в итоге теперь я убедилась, что я все-таки была права, но это по-другому совсем. Ну, здесь академ чуть-чуть, да, как бы и то. Слышите, какой звук? Ладно, сейчас демонстрировать не буду, у меня там звонок. Значит, короче, вы поняли, да, надеюсь, что я имела в виду? Поэтому ладно, давайте теперь будем
Почитаем, что там у нас жюри говорят, что они скажут по этому поводу. Великолепно. Для исполнения, говорит, это у нас Узбекистан. Для исполнения монгольской песни необходима хорошая техника для того, чтобы из низких регистров подниматься на высокие регистры. Мишель прекрасно владеет этими техниками. С первых нот я представляла бескрайние монгольские степи. Думаю, все зрители почувствовали. Костюм чудесный, аплодисменты костюма. Это отдельное искусство. Браво, Мишель, за то, что показали культуру и историю Монголии. Не соглашусь. Было, я говорю, просто само произведение очень сильное, оно действительно конкурсное, оно очень аутентичное, но школа не та. Жюри Грузии. Я не из тех членов жюри, кто ставит всем высокие баллы, проявляет свои эмоции. Но о вашем выступлении не могу не высказаться. Современные песни исполнялись легче, их можно быстро выучить. Вы смогли с помощью одного музыкального инструмента передать настроение сложной песни с глубоким смыслом, показали настоящий исполнитель комиссировал. Основной представитель своей культуры. Благодарю вас за ваше творчество. Так, и, значит, Мишель говорит, что монгольские традиционные народные песни исполняются в особенной манере. Это горловое протяжное пение, народные песни, это целая часть нашей культуры, наша особенность. Народное творчество сохраняется, передается из поколения в поколение. Я окончила Монгольский университет культуры и искусства по направлению народное пение, и сейчас исполняю схожие с этой песней. Получаю искреннюю поддержку зрителей. То есть она училась. Она на народном училась. Вайми, ну мне тогда позор. Слушайте, я вообще другого мнения была. Боже. Я это... Вы меня извините, я не понимаю. Сейчас. Слушайте, ну, ладно, как бы я сказала как бы свое впечатление, по факту, получается, я не разбираюсь, наверное, не знаю, потому что у человека, ну, образование соответствующее даже имеется. Монгольский университет культуры и искусства по направлению народное пение. Слушайте, я не знаю, почему это в меня вообще не это... Я слышала современный звук, который, ну, конечно, да, как-то там, конечно, ну, значит, тут я профан, что я могу сказать, наверное, так, потому что, ну, у меня даже образование профильное. Я не понимаю, помогите мне. Неужели я так накосячила? Блин, ну я не знаю, ну родные мои, ну я сама в себе уже засомневалась теперь. По мне это звучит современно и очень аккуратничает она, понимаете, поэтому не знаю, как это слышится. У нее как будто собранная, такая не открытая, прям как... Ну, по крайней мере, то, что я услышала в оригинале, было по-другому. Слушайте, я не знаю, вы меня извините, если что, пожалуйста, правда, да, как бы, ну, не мой культурный код, в смысле, что я ничего не знаю о монгольском фольклоре, я сразу призналась, но, блин, ну, я не знаю.
Короче, я не знаю, как это комментировать. В общем, в любом случае, мнение свое сказала. Я считаю, что это два разных исполнения. То, что вот мы слышали с вами в оригинальной версии, что здесь. Я слышу здесь другое звукоизвлечение, оно просто другое. Оно очень аккуратное, оно очень собранное, обработанное. Поэтому мне кажется, что культурного кода, так скажем, да, вот больше все-таки в оригинальном исполнении, чем здесь. И там я его почему-то услышала, а здесь я услышала, ну, как бы современную, поющую отлично девушку со сложным музыкальным фольклорным произведением. Ну, я не думала, что у нее есть образование просто. И вот у меня из-за этого, если честно, сейчас просто посыпалась вся моя логика вообще. Ну, я ж не могу быть глухой, но до этого же как-то меня не подводила судьба моя. Ладно. Ну, значит, нет, слушайте, я не знаю. Ну, как я могу утверждать, послушайте, ну, у меня же нет образования соответствующего, поэтому, видимо, наверное, так, да. По направлению народное пение. Ну, это вообще, я ничего не понимаю. Ладно. Ну, ладно, давайте в любом случае перейдем к тому, что все-таки это сильное произведение, да, то есть оно очень яркое, и, конечно, за него поставят высший балл, и я думаю, там все сейчас поставят хорошо. Елінен келіп, Мишельге қолдауын білдірген Монголия елінің Ну халық вот человеку с артисі инструментом я Шултен верю. Патсайханға қошеметтеріңіз. Рахмет. Браво, браво. Сөзсіз ғажап орындау болды, меніңше. Айгүл ханым. Ассаламу алейкум, Казахстан. Так, ладно, это сейчас жюри, да, говорит. В общем, все там в восторге. Да нет, ну это хорошо, я за нее очень рада. У нее очень сильный выбор произведений, в отличие, например, от Грузии. Грузия могла больше аутентичности добавить в эту во всю историю реально, и было бы более сильное произведение. А так получилось просто как бы современное исполнение. Диди Матлуб. Диди Матлуба. Большое спасибо. Ой болса, дауыс беруді бастаймыз. Алғашқы болып Қазақстан. Ладно, может и хорошо, что я не в жюри ни в каком не сижу, ты наговорил бы такой хрени. 12-ден артық ұпай жоқ па деп сұрап жатыр Жанар ханым. Әттең жоқ. Қазақстан. Так, ладно, давайте 12. Тут есть скорость? Ага. Так, 12. 8. 10. А что она творит вообще? Откуда восьмерки эти все? Не понимаю, что за дела. 12. Ее там лично обидели или что-то про... Что это случилось вообще? 10. 12. 12. Конечно, 12 сейчас будет от Грузии, да. 10 все-таки. Ну, строгий тоже 12. 12. Ну, супер. Не, ну, восьмерка от Кореи, конечно, извиняюсь, но тоже кажется это странным. Я, конечно, понимаю, что, может быть, у нее тоже какое-то впечатление сложилось неоднозначно, но это ж точно не на восьмерку. Самый низкий балл, который здесь мог быть, вообще-то 10. Что за движ Париж, я не понимаю. Ну, это вообще... Видите, она как бы, блин, в материале... О, тамга! Ладно, давайте, все. Извините, если что-то наговорила лишнего, правда, но... Я этого не услышала. Ну, я ж не вру, я же говорю, как есть, правда. Ну, правда, вот, ну... Для меня это не то просто было почему-то, вот. Может быть, потому что я в культуре в этой не разбираюсь, наверное, так. Вот.